И снова в путь, снова мы мчим по прекрасным турецким дорогам к новым приключениям. На этот раз мы едем в супер красивое место, в древнюю крепость Румкале. Мы снова возвращаемся по бескрайним фисташковым садам Месопотамии в сторону Газиантепа, на реку Ефрат. Поражает плодородие этих мест не только фисташковые поля, но и нескончаемые поля с инжиром, с абрикосами, с персиками. Все засажено садами, и чем ближе к Ефрату, тем все это зеленее и зеленее. Я думаю, как и многие из моих подписчиков, имел весьма смутное представление о самой Месопотамии. Обычно у нас стереотип, что она выглядит примерно вот так. Жара, пальмы, бескрайние какие-то просторы песчаные и мощные строения. Но на самом деле все совершенно по-другому. Посмотрите, какая красота. Какие плодородные земли. Нет буквально ни одного клочка, чтобы что-то не росло. Масса воды, чистейшей, идущей прямо таким быстрым, мощным потоком. И совсем не удивительно, что здесь развились первые, самые мощные и самые могущественные цивилизации древнего мира. Благодатный климат, обилие воды, плодороднейшая земля. Что еще нужно для перехода от кочевого к оседлому образу жизни и к земледелию? Давайте полюбуемся пейзажами великолепными района Береджик. Он славен своим великолепным вином, так и называется одноименный Береджик. Всем советую, особенно белое. Практически это аналог известного французского шардоне. Мы подъезжаем к новому мосту через Ефрат. Построен он был несколько лет назад и впечатляет своей воздушной конструкцией ажурной и размерами. Знаков о запрете фото и видеосъемки на въезде не было, поэтому нам удалось заснять это грандиозное сооружение во всей его красе. И также и виды постарались реки Ефрат, но не особо-то и видно их было. Так как в дороге мы находились уже порядка 3 часов, то нам требовался отдых, и мы решили после проезда моста заехать в какое-нибудь место на берегу, немножко освежиться, посидеть возле реки, попробовать температуру воды и полюбоваться видами. Вода была довольно чистая, но отчетливо почему-то пахло рыбой. Наверное, очень много рыбы в Ефрате. И уже после отдыха совсем скоро мы были уже на этом великолепном, красивейшем месте. Происхождение крепости уходит своими корнями вглубь веков. Этот мыс всегда ценили за прекрасное стратегическое расположение. На нем множество останков древних поселений, возраст которых весьма сложно определить. Ученые выяснили, что здесь руины ассирийских, эллинистических, римских и византийских укреплений. Местность частично затопила после строительства плотины Береджик на Ефрате в 2000 году. Мощные стены довольно хорошо сохранились, скорее всего, потому что добраться до них можно было только на лодке, и растащить его на стройматериалы эти стены у местных не получилось. Некоторые историки считают, что город Румкале был основан в 1230 году до нашей эры протохеттами. Другие уверены, что это сделал ассирийский царь Салманассар в 855 году до нашей эры. И те, и другие допускают, что оба варианта возможны.
Этой местностью в разные периоды истории владели хетты, ассирийцы, медиане, персы, македонцы, селевкиды, парфяне, потом пришли римляне. В общем, определить конкретно, кто, что и как здесь строил, ну, сами понимаете, совершенно невозможно. Здесь, высеченной в скале пещеры, которую мы увидим позже, но неизвестно в какой, жил некогда апостол Иоанн. Тут он создавал копии священных писаний. Многие ученые допускают, что где-то в Румкале спрятана одна такая Библия. Но это, конечно, легенды для кладоискателей. С наступлением Средневековья территория несколько раз переходила из рук в руки. Сначала ей владели мусульмане, потом армяне, монголы, позже крестоносцы. В конце концов, армянские цари купили крепость у графа Эдессы. Цитадель была перестроена, расширена, и до завоевания мамлюками в 1293 году здесь жил католикос или глава армянской церкви. Внизу у реки находится пристань с лодками, которые осуществляют туры по окрестностям и вокруг крепости. В надежде рассмотреть крепость поближе, мы сели в одну из таких лодок, заплатили что-то в районе 15 или 20 евро с человека, но, к сожалению, крепость мало кого интересует. Основная цель этих катаний – это затопленные городишки в окрестностях Румкале. Это небольшой городок Зевма и Халфити. Как делали эту крепость? Почему она на этом месте? Никого это совершенно не интересует. Основной интерес – наделать фоточек в Инстаграм на фоне затопленного минарета. Никто даже не обернулся, когда мы проезжали мимо вот этой вот вырубленной в скале огромной пещеры. Но это даже не пещера, а целая комната с входом и вырубленным помещением. Никому не интересно, хотя в ней вполне мог жить и апостол Иоанн. После возведения плотины Береджик несколько городов оказались под водой. Также часть строений города Румкале сейчас полностью погружена в воду, так как вода поднялась почти на 50 метров. Министерство туризма Турции собирается построить подводный стеклянный коридор вокруг крепости Румкале, чтобы могли туристы видеть затопленный древний город. Не вот этот современный, а тот, который строился еще до нашей эры. Надеюсь, у них получится. Это будет уникальный в своем роде туристический аттракцион и будет весьма познавательно. А пока будем довольствоваться вот этим. Вдоволь нащелкав фоток, мы развернулись и, не подъезжая близко к крепости, опять же, двинули в сторону другого затопленного города Халфити. Проезжая мимо крепости, первое, что бросается в глаза, это невероятный объем выбранного камня. То есть срезанный объем скалы, он многократно превышает постройки наверху самой крепости. Там их совсем немного. И также все это еще надо учесть, что уходит еще на пару десятков метров вниз вертикально. То есть объем вырубленной породы, наверное, уже потянет на пирамиду Хеопса. Особенно если учесть вырубленный в монолите скалы этот огромный оборонительный ров. И еще один, который первоначальный небольшой. Также со стороны крепости встречаются такие участки срезанной породы вертикальной стеной, и в которых вырублены помещения с квадратными окнами и боковым таким наискось входом. Я такой уже показывал по дороге к затопленному минарету. Несколько таких мы можем видеть и по этой стороне. Вот примерно это так выглядит. Выровненная стена, и в ней в середине одна-две таких пещеры. Непонятно, как люди туда попадали. То есть какое-то время есть вдоль скалы подъем небольшой вырубленный, а далее он теряется. Далее, видимо, по веревке. Кто, как и зачем вырубал эти помещения в отвесных скалах? И как они срезали эту саму скалу? Бронзовым кайлом и зубилом?
Ну а мы пока подплываем к знаменитому в узких кругах городку Халфити. Городок Халфити является членом общества Ситослоу. Ситослоу – это такое движение, которое было организовано Карло Петрини, основателя движения Slow Food. То есть принципы основные житья в этом городе: удовольствие превыше прибыли, человек важнее работы, неспешность приятнее суеты. Ну, итальянцы те еще бездельники и еще решили заразить полмира этим делом, что, в общем-то, им и удалось. И самое много таких городов медленных именно в Италии. Ну и Турция также не осталась в стороне, так как по духу это очень близко для ее населения. Городок действительно оказался довольно симпатичным, и был бы он поближе, я с удовольствием бы приезжал сюда порыбачить в Ефрате. Но жить в этом сонном царстве, несмотря на всю его инстаграмность и спокойствие, я бы вряд ли захотел. Мы сделали массу красивых фотографий, и единственное, чем он знаменит, кроме своей сонливости, здесь выращивают очень интересный сорт роз. Они черного цвета, и такие розы, как говорят, получаются именно такого насыщенного цвета черного именно только здесь, благодаря особому сочетанию минералов в воде и климата специфического. Согласитесь, действительно очень красивый сорт. Но, как говорят знающие люди, если взять этот саженец, а он здесь стоит около $200, и вырастить его в другой местности, то такого черного цвета роза уже не выдаст. Простояв почти час в этом городке, мы двинулись в обратный путь, и уже в этот раз мы ехали близко к крепости, и удалось очень многое разглядеть, очень много странностей. Во-первых, как я уже сказал, поражает объем выбранной породы при строительстве. Стены срезаны почти вертикально и уходят вниз на высоту 20-30 метров, а на самих стенах отчетливо видно горизонтальные следы карьерной выработки. Причем точно такие же следы мы можем видеть в древних карьерах в районе Дары. Их очень подробно заснял и описал Максим Гаубец из канала «Забытые руины». Причем такие следы встречаются во многих карьерах на Месопотамии. Такое ощущение, что работал роторный экскаватор. Это невозможно сделать киркой и зубилом, как говорят ученые. И причем даже с несметным количеством людей. Просто оцените размеры этой крепости и учтите, что эти стены еще уходят в глубину на 10-15 метров. И внутри этих скал, под крепостными стенами, прорублены и колодцы, и ходы, и помещения жилые. То есть это все напоминает какой-то муравейник. Наверное, именно потому, что у людей возникает слишком много интересных вопросов, доступ внутрь этой крепости запрещен с 2021 года. Жалко, конечно, что не удалось нам побродить внутри по подземельям этой крепости, но нас снова ждала дорога, и следующий пунктом назначения был сам город Шанлы-Урфа. Бывшая Урфа, бывший город Ур, бывшая Эдесса. А пока мы едем, вы ставьте лайки, подписывайтесь. Вам не трудно, а нам будет приятно. До новых встреч!